Здравия. Статья 74. На территории Российской Федерации не допускается установление таможенных границ, пошлин, сборов и каких-либо иных препятствий для свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств. Дальнобойщикам, оплачивающим мзду, прямой привет передан, влияющий на цены в магазинах. Никаких платных шлагбаунов, платонов и прочей муры для них не существует. Можете реально облегчить жизнь миллионам. Просто следует перестать мандражировать и жить в юридической безграмотности. Клоуны в комментариях сейчас, конечно, расскажут, что все это не работает. Статья 76. 1. По предметам ведения Российской Федерации принимаются федеральные конституционные законы и федеральные законы, имеющие прямое действие на всей территории Российской Федерации. 2. По предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации. 3. Федеральные законы не могут противоречить федеральным конституционным законам. 4. Вне пределов ведения Российской Федерации, совместного ведения Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, республики, края, области, города федерального значения, автономные области и автономные округа осуществляют собственное правовое регулирование, включая принятие законов и иных нормативных правовых актов. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации не могут противоречить федеральным законам, принятым в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи. В случае противоречия между федеральным законом и иным актом, изданным в Российской Федерации, действует федеральный закон. 6. В случае противоречия между федеральным законом и нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, изданным в соответствии с частью 4 настоящей статьи, действует нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации. Здесь хитрая лазейка, когда высеры местных законодателей могут быть выше федерального закона. Остается только понять, что они имеют в виду под «вне пределов ведения». Обратите внимание на иерархию в плане устройства или ведения. Конституция, федеральные конституционные законы, федеральные законы. Дальше местные законы и иные правовые акты. Но зная юридическую безграмотность чиновников на местах, всегда следует отталкиваться от проекта Конституции РФ, а то они часто такое пишут, что сразу становится понятно, они ее даже в руках не держали. Впрочем, лох же терпит, почему бы и нет. Статья 77. 3. Высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации, руководителем высшего исполнительного органа государственной власти Российской Федерации может быть гражданин Российской Федерации, достигший 30 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации, не имеющий гражданства иностранного государства, либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации, руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации в порядке, установленном федеральным законом, запрещается открывать и иметь счета, в скобочках вклады, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации. Еще 5-й пункт про руководителя федерального государственного органа точно такой же. Намекаю, как просто снимать любого губера. Главное найти бабки. Они на женах и детях обычно. Или найти так называемое двойное гражданство. Уверен, у многих оно так или иначе есть. Надо же в случае шухера успеть свалить на самолете от любимого населения. Статья 79 звездочка. Российская Федерация может участвовать в межгосударственных объединениях и передавать им часть своих полномочий в соответствии с международными договорами Российской Федерации, если это не влечет за собой ограничение прав и свобод человека и гражданина и не противоречит основам конституционного строя Российской Федерации. Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации, в их истолковании, противоречащим Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению Российской Федерации. Здесь они откровенно ссут в глаза населению, что всякие там деятели из движений типа Нода Федорова могли рассказывать, какие они стали самостоятельные. А по факту вспоминаем статью 15.4. То, что нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила,
чем предусмотрены законом, то применяются правила международного договора и статью 16.2. Никакие другие положения настоящей Конституции не могут противоречить основам конституционного строя Российской Федерации. Первая глава всегда выше по написанного ниже. Мы уже много раз видели, как они исполняют решения Международного валютного фонда и прочих международных организаций мирового правительства. Например, повышение пенсионного возраста НДС несколько лет назад. Инструкция пришла за год до выборов с указанием все это сделать после выборов президента. Всем добра, здоровья, процветания и денег.